Время от времени ученые обнаруживают и даже записывают на аппаратуру странные звуки, распространяющиеся в океане. Поначалу странные, спустя какое-то время такие звуки находят обыденное научное объяснение, как ученые привыкли, например, объяснять наблюдение НЛО роями комаров и тому подобными природными явлениями. Зимой комары, в космосе комары, светится объект, светящиеся комары. А если днем и объект четко виден, это комары сплотились вместе в профсоюз. Наиболее известным в наше время загадочным подводным звуком является так называемый блуп, что можно перевести как бульк. Ультранизкий, очень громкий, с высокой амплитудой. Звук этот был зафиксирован в 1997 году. Но кем? Популярно считается, что учеными из Управления океанических и атмосферных исследований США, сокращенно на английском NOAA, NOAA. Представляется картина. Сидели ученые за приборами, смотрели на экраны, на какие-то хитроумные ленты распечаток, вслушивались в глубины через наушники, и тут хопа, сигнал. В этом месте блогеры обычно показывают сгенерированных искусственным интеллектом морских чудищ и пускают этот загадочный звук. Но мы пойдем другим путем. Звук будет, но позже, потому что этот звук без истории о нем никому не нужен, серьезно. Не буду грузить вас названиями разных американских научных довоенных ведомств и отделов. Во время Холодной войны для обнаружения советских подводных лодок флот США создал систему звукового наблюдения, на английском сокращенно SOSUS. Изначально проект был настолько засекречен, что даже его название, вот это SOSUS, было секретным. С начала 1950-х по 1991 год внутри самого флота США мало кто знал об этой системе. Она состояла из сети гидрофонов, подводных микрофонов, соединенных подводными кабелями с военными базами, где находились терминалы управления частями SOSUS. Короче говоря, поверхностно считается, что с окончанием Холодной войны военные передали ученым часть оборудования SOSUS, а ученые обрадовались и приспособили подарки к отслеживанию шумов, связанных со льдами, подводной сейсмической активностью, а также перемещениями морских млекопитающих. Да еще и расширили сеть этих гидрофонов. И вот, как считается, при помощи этих-то гидрофонов и записали в 1997 году очень странный, по мнению ученых, звук. Скоро мы его послушаем. Подождите. Источник звука был приблизительно определен в этой точке. В Тихом океане между Новой Зеландией и Южной Америкой, выше Антарктиды. С момента фиксации и записи звука и по началу нулевых годов мнение о нем ученых было странным. Вернее, журналисты спрашивали одного и того же человека, геофизика из Управления океанических и атмосферных исследований США Кристофера Фокса. Доктор Фокс и его коллеги в рамках проекта Тихоокеанской морской лаборатории анализировали данные от военной системы SOSUS для изучения подводных вулканов и миграции китов. Но сама аппаратура, сеть SOSUS, оставалась под контролем военных. А как же сеть гидрофонов, созданная трудолюбивыми гражданскими учеными? Такие существуют, например, Нептун. Но, вопреки успокоительной Википедии, загадочный сигнал блуп был получен, скорее всего, не гражданской сетью, а SOSUS. Ибо исходный сигнал вы не найдете нигде, только уже обработанный отрывок. Получение гражданскими американскими учеными данных от аппаратуры SOSUS напрямую невозможно.
Как устроена сама система SOSUS технически, сведения закрыты. Ученые могут получать устаревшие данные от SOSUS через специальные базы данных, куда военные помещают уже отфильтрованное ими содержимое. Либо для редких отдельных проектов данные доступны почти сразу, однако все равно не в реальном времени. Вот такими-то данными, скорее всего, и пользовался доктор Фокс. В интервью CNN в 2001 году Фокс сказал, что, по его мнению, блуп является звуком откалывающегося льда в Антарктиде. Спустя год Фокс в интервью для статьи журнала New Scientist заявил, что не считает происхождение звука рукотворным, например, от подводной лодки или взрыва, однако заметил, что аудиопрофиль блупа напоминает звук, издаваемый живым существом, хотя остается загадкой, ибо звук был, цитирую, «гораздо мощнее, чем звуки, издаваемые любыми животными на Земле». В обсуждаемой нами статье Дэвида Волмана говорится, догадка Фокса состоит в том, что звук, получивший прозвище блуп, является наиболее вероятным среди других зафиксированных неопознанных звуков кандидатом на происхождение от какого-то животного, поскольку его характерной чертой является быстрое изменение частоты, аналогичное звукам, которые, как известно, издают морские животные. Однако есть одно принципиальное отличие. В 1997 году блуп зафиксировали датчики, расположенные на расстоянии до 4800 километров друг от друга. Это значит, что звук должен быть гораздо громче, чем любой звук, издаваемый китами или вообще каким-либо другим животным. Возможно ли хотя бы отдаленно, что в глубинах океана скрывается существо больше любого кита? Или, что, возможно, более вероятно, нечто гораздо более эффективное в создании звука? Невольно вспоминается название фантастического произведения Конан Дойла «И тут земля вскрикнула». Так вот, это видео началось с моего желания послушать исходный звук блуп. Я отправился на страничку, собственно, ученых, где этот звук уже, конечно, трактован как звук больших айсбергов, которые, дескать, ломаются и вот издают такой звук. Поэтому блуп ученые относят к айсберготрясениям, по-английски icequake. В качестве доказательства нам дают скачать еще звук, как от айсберга отламывается большой кусок, а также звук, как айсберг соприкасается с океаническим дном или другим айсбергом. Обе записи ученые ускорили в 3 раза, а вот исходный звук блуп ускорили аж в 16 раз и говорят: слушайте, записи-то похожи. Научно было бы ускорить и блуп в 3 раза, а не в 16 раз. Хитрецы. Давайте сначала послушаем те 2 файла, которые наука предлагает для сравнения с блупом. Облом большой части айсберга во время его дрейфа, ускоренный в 3 раза. И вот его волновая форма. Поскольку никаких толковых пояснений к файлу не дается, неясно, является ли фоновое бульканье фоном, а вот эти части записи с большей амплитудой, собственно, обломом айсберга, или же айсберг раскалывается на протяжении всего звука. Давайте послушаем отрывок, ибо 4,5 минуты этой хрени никто не выдержит. Просто бульканье. И вот более громкий шум с бульканьем. Формат файла WAV 16 бит, но частота оцифровки 8000 Гц. Это курам насмех, даже если записывалось в 90-е. Для сравнения, стандартная еще с тех пор частота оцифровки 44100 Гц, как на аудио CD и поныне в YouTube.
8000 Гц анализировать это серьезно нельзя. И в шутку тоже нельзя. А вот записанный в 2006 году, тоже ускоренный в 3 раза, звук соприкосновения айсберга с дном океана или другим айсбергом. Волновая форма. Вот это хоть интереснее звучит. Без ускорения в 3 раза вы бы не слышали это, но ощущали, находясь в воде. Колебания, вибрации. Айсберг трется одно или другой айсберг, и возникают такие вот вибрации. Формат файла WAV 16 бит, частота оцифровки выглядит как шутка 999 Гц. Ученые выложили еще спектрограммы. Я не буду их показывать отдельно, вот скриншот со страницы. Итак, то, что вы слышали, это 2 файла, где звук представлен с частотами оцифровки 8000 и 999 Гц. Эти частоты аппаратно не поддерживаются современными звуковыми чипами. Я не знаю, зачем ученые выложили звук с такими характеристиками. Это будто из сборника баек «Ученые шутят». Такие частоты оцифровки мало того, что самое дно, хуже некуда. Однако, чтобы вы услышали подобный файл, плеер должен применить алгоритм ресэмплинга, переоцифровки, преобразовать частоту звука из файла к рабочей частоте вашей звуковой подсистемы. Например, в 44100 или 48000 Гц. В разных плеерах используются разные алгоритмы ресэмплинга, причем с разными настройками. Это значит, что, скорее всего, 2 разных плеера проиграют вам один и тот же файл с разным звучанием. Разное звучание, разная спектрограмма. Ученые нам показывают некие спектрограммы. Я не знаю, как они их делали, какой софт. Может быть, с учетом исходных данных, может быть, уже с ресэмплингом. В любом случае, анализ звука в таком гнусном качестве антинаучен по своей природе. Что же, настало время послушать звук блуп. Напомню, ученые ускорили его в 16 раз. Частота оцифровки те же гнуснейшие 8000 Гц. Вот как он звучит с хорошей переоцифровкой в 44100 Гц. Снова непонятно, шумное бульканье входит в состав блупа или это фон, а сам загадочный звук это 1 или 3 всплеска амплитуды. Первый бук, самый громкий, и 2 значительно тише. Ускоренный звук, чтобы мы его слышали, чтобы частоты подтянулись к слышимому человеком диапазону. Когда ученые его ускорили в 16 раз, звук стал длиться 10 секунд 342 тысячные доли. Значит, исходный звук был 165 секунд с хвостиком или 2 минуты 45 секунд. В самом деле, при замедлении частоты звука уходят в такие низы, что практически ничего не слышно. Это вне порога человеческого слуха. И, конечно, при этом не восстанавливается та часть сигнала, которая была потеряна при ускорении. Это, можно сказать, все богатство колебаний, составляющих сигнал. Вот я сейчас включу замедленный в 16 раз вариант. Что-нибудь слышно? Более того, при сжатии этого видео для YouTube неслышимые частоты, скорее всего, отфильтрованы как лишние. Но может что-то прорвется в какой-то сабвуфер. В сети можно услышать якобы замедленный блуп. Но то неправильное замедление. Правильное у меня. Если вы слышите где-то блуп как некий медленно пердящий звук, это неправильное замедление. Вернусь к ускорению звука в 16 раз и замедлению обратно. Ближайшее сравнение: мы взяли большую фотку и масштабировали ее до размера нескольких пикселей.
а затем растянули до исходного размера, но в итоге получим просто эти растянутые несколько пикселей. Итак, ученые или вышестоящие военные просто испортили звук, который был потом выложен. Я не знаю, получили ученые звук ускоренным, либо ускоряли сами. Почему я предполагаю, что звук был получен через сеть военных гидрофонов SOSUS? Потому что Кристофер Фокс в те годы как раз был задействован в, так сказать, совместном проекте и получал данные от SOSUS. К тому же известно, звук зафиксировали в том числе датчики, находящиеся друг от друга на расстоянии 4800 километров. Это, скорее всего, именно инфраструктура SOSUS. Почему это важно? И почему тот файл, что мы можем слушать, совершенно бесполезен для анализа? Любые колебания могут содержать закодированные числовые данные. Вспомним, как в 80-е годы и даже в начале 90-х компьютерные игры, просто программы и данные распространялись для некоторых компьютеров на обычных аудиокассетах и считывались с магнитофона. Данные записывались звуком, компьютер через линейный выход магнитофона считывал звуковые колебания, а точнее колебания намагниченности пленки и преобразовывал их в числа, имеющие для него значение. На слух эти кассеты звучали как набор довольно мерзких писков. Вот как звучит кассета с игрой Space Riders. Технически никто не мешает сделать компьютер, для которого набор данных будет кодирован другими частотами, например, более низкими, неслышимыми людьми или высокими, в том числе вне диапазона человеческого звука. Как вы помните из физики, колебания с высокими частотами затухают быстрее, чем с низкими. Поэтому, если мы слышим в отдалении музыку, то это обычно низкочастотное буханье барабана и басов. Передать какой-то сложный сигнал в океане на большое расстояние можно было бы тоже посредством именно низкочастотных колебаний, но не радиоволнами. А радиоволны, как вы знаете, плохо распространяются в воде, особенно в соленой морской воде из-за ее высокой электропроводимости. Такая вода действует как проводник, поглощая и рассеивая радиоволны, что делает их передачу на большие расстояния практически невозможной. Кстати, неизвестно, как звучал исходный блуп не только потому, что нет исходника, ведь сигнал был зафиксирован не одним гидрофоном, а множеством. И чем ближе гидрофон располагался к источнику блупа, тем полнее был записан звук в плане частот. Чем ближе к источнику звука, тем больше запишется не только низкочастотных колебаний, но и высоких. Мы не знаем, с какого именно гидрофона взят выложенный в сеть звук. По идее, образцов должно быть много со всех гидрофонов, которые зафиксировали этот сигнал. Собственно, именно по разнице звучания записанных сигналов и были вычислены примерные координаты источника звука. Итак, ученые говорят про блуп. Это звучал трескающийся и разрушающийся на части айсберг. Вопросы к ученым. Почему вы сразу и до сих пор не сказали, какой именно айсберг издавал такой звук? Ведь у вас есть базы данных по перемещению айсбергов, куда попадают данные, кроме прочего, со спутников, которые делают снимки как в видимом человеком диапазоне, так и в инфракрасном. Другой вопрос. Если блуп – это обычный звук разрушающегося айсберга, почему для сравнения вы ускорили остальные примеры всего в 3 раза, а блуп аж в 16? Вопрос третий. Почему именно блуп так выделился среди остальных звуков своей мощностью, расстоянием, на которое распространились его колебания? Что я предполагаю про причину блупа? Ничего. Нет данных, на которые можно опереться. Нечего анализировать, кроме файла ужасного качества, который, к тому же, непонятно как обработан и отфильтрован. В гостях у тайны.